Что делать, когда деньги есть и их сразу же нет? Очень часто клиенты приходят в такой ситуации, что деньги как вода сквозь пальцы. То есть они вроде есть, я зарабатываю, деньги приходят, но вот я не могу их сохранить. Вообще история с деньгами, как с любой энергией, имеет две такие критические точки. Первое это насколько деньги приходят, деньги, энергия, не знаю, там мужчины, если, допустим, женщина в поиске, что угодно, да, насколько я могу это привлечь, это взять из внешнего мира, да, это первая проблема. Вторая проблема, ну, или второй вопрос, это насколько я могу это удержать. И вот работая много с клиентами в теме денег, я вижу, что вот основные два момента. У кого-то проблема с тем, чтобы взять, ну, привлечь его, в общем, деньги не идут. А у других людей проблема с тем, чтобы удержать. Вот если у вас такая ситуация, что, в принципе, вы умеете взять, вы умеете привлечь, вам деньги идут, но проблема в том, что они не остаются с вами. Да, об этом сегодня в видео поговорим. Ну, можно говорить о причинах такого состояния. Понятно, что они идут из детства, понятно, что это кусочек вашей матрицы отношений. Деньги, мы с деньгами тоже выстраиваем отношения. Если вот такая история, то деньги такой, знаете, непостоянный партнер. Да? У кого-то деньги вообще отсутствующий партнер, их нет. Да? И понятно, что это отсылка к каким-то отсутствующим родителям, отсутствующим эмоционально, или в воображении ребенка, или физически и так далее. Здесь другая история. Этот родитель, да, этот объект, он вроде есть, вроде приходит, но как-то вот раз и уходит, да, вот такая история. Но причинами нам же важно понять, что с этим можно сделать уже здесь и сейчас. А можно сделать вот что. Первое, найти партнера, мужа, жену в бизнесе какого-то, да, например, там, финансового директора, у которого психологически, по психотипу будет сильная способность именно удерживать деньги. Кроме личной истории, о чем я сказала, это еще и вопрос психотипа. Есть такой подход, как типология Юнга, да, у нас в Европейской школе психологии есть курс по этой типологии, это одна из основных типологий в мире на основе Юнга, да, уже дальше развивалась соционика, неостиль, Майер-Бриггс и так далее, диск, вот, ну, все современные такие известные системы типирования. И по Юнгу есть два типа людей, да, это рациональные и иррациональные типы, ну, они дальше еще там делятся на подтипы и так далее, но если говорить про деньги, то иррациональные типы хорошо привлекают деньги, а рациональные хорошо удерживают. И, возможно, если у вас такая ситуация, вы иррациональный тип, вы хорошо умеете взять себе с пространства деньги, но вы не умеете их упорядочить и сохранить. И тогда это вопрос нахождения, как в типологии говорят, дуального партнера, то есть партнера, у которого другие сильные функции. Поэтому иногда это бывает очень простым, понятным и таким, знаете, хорошо в долгу работающим выходом. Да? Когда в семье или в бизнесе это вот распределяется, один больше привлекает, другой больше удерживает, потому что в здоровом варианте не может быть у одного и того же человека развиты обе эти функции, все равно он в чем-то сильнее. Если вы по психотипу иррациональный тип, то как бы вы там что ни прокачивали, с личной историей не чистили, не прорабатывали, вот у вас, ну, от природы, да, нет такой хорошей способности, у вас это не вшито, да, вот на уровне клеточек, а у других людей они это делают как дышат. Вот, поэтому вы можете изучать какую-то финансовую грамотность, еще что-то, как все там откладывать, сохранять, но все равно вам будет это добавиться тяжело. Поэтому зачем, если можно скооперироваться с человеком, у которого это вот само собой получается, как у вас привлекать деньги. Это первый вариант, очень его советую рассмотреть. Значит, второй вариант, выбрать самый простой способ сохранения денег. Например, 10% от каждого поступления денег перечислять на какой-то депозит, который вы не сможете раньше, чем через год снимать с него деньги. Сейчас с развитием онлайн-банкинга это делается в приложении, там, в 2 клика. То есть ваша задача выбрать самый простой вариант, чтобы вам не надо было считать какие-то таблички, вот раз сделали все, да? И это тоже как
как-то на внешнем плане будет вам помогать. Ну и, конечно же, это работа с состояниями. Смотрите, кроме всего прочего, у вас опять нет денег, да, то есть вот они пришли, и вы опять куда-то их спустили. Вы переживаете какое-то состояние внутри. Вот что это за состояние, подумайте прямо сейчас. И так или иначе у вас есть зависимость от этого состояния. Да? Потому что известное, да, наше правило, наш принцип первичности ментального состояния, он говорит про то, что ментальные состояния создают внешние события как некие декорации для своего проживания. На самом деле у каждого человека есть несколько основных ментальных состояний, которые он бессознательно стремится перепрожить опять и опять и опять, потому что на уровне тела химически есть зависимость от них. Да? И вот это состояние, которое вы испытываете, когда спускаете деньги, когда или они утекают, или как вы для себя это там формулируете, да, это какое-то очень знакомое для вас состояние. Подумайте, где, когда, с кем вы переживали уже это. Скорее всего, это какие-то ранние вещи, которые вообще не связаны были с деньгами. Внешние, да, ситуации, когда деньги уходят, они создаются вами, в том числе для того, чтобы еще раз прожить это состояние, еще, пока оно не будет исцелено. Поэтому подумайте, да, что это за состояние, где еще вы его переживаете сейчас, переживали раньше. И ваша задача отслеживать это состояние и его менять. Менять на какое состояние? Вы можете для начала, да, ну как первый шаг, взять то состояние, подумайте, да, какие-то были периоды, наверное, у вас в жизни, когда деньги в принципе были плюс-минус стабильно. Да, как вы себя чувствовали? Или, например, партнер, вот муж, у вас там жена, вот отношения стабильные, вот какую-то стабильность. Вам нужно ощущение стабильности. Повспоминайте, когда в жизни у вас что-то стабильно было, ну, что-то хорошее. И вот зафиксируйте это состояние. И как только вы чувствуете состояние, вот это, которое, да, состояние номер один назовем, да, которое у вас включается при потере денег, вы его переключаете на второй, вот внутри, да, вот это переключение делаете. И это тоже будет потихоньку, да, менять ваш сценарий того, что деньги уходят как песок сквозь пальцы.